Какие признаки характерны для троса спидометра? Либо он просто подоткрутился, либо же поврежден. Скорее всего, первое. Для того, чтобы подкрутить его или заменить, нам необходимо в любом случае частично разобрать панель. Демонтировать переднюю часть. Для того, чтобы частично разобрать панель, нам необходимо демонтировать кнопку габаритов и света, а также кнопку аварийки. Магнитолу можно оставить, вытащить пепельницу, прикуриватель и прочие кнопки, если они у вас установлены. Также демонтировать так называемую бороду, нижнюю панель. Она крепится на двух саморезах. И проделав все это, продолжим. Снимаем клемму. Одной рукой крайне неудобно, но надеюсь, что вам понятно. Снимаем клемму и просовываем ее в то отверстие. То же самое проделываем с данной кнопкой. Или, в принципе, если у вас вызывает сложности по демонтажу данной кнопки, можно сначала снять панель, а потом оттуда подлезть рукой и снять просто клемму. В общем, можно выкрутиться таким способом. Теперь здесь есть несколько креплений. Главная задача их не сломать, потому что восстанавливать их будет непросто. Также здесь есть защелки. И в общем сейчас задача снять панель с защелок. При этом не забыть, что у нас еще подключена магнитола, не вырвать провода, и мы еще не отключили аварийку. Снять, но не полностью, чтобы подлезть рукой, отключить магнитолу и аварийку. Итак, панель чуть приподнял. И, кстати, чуть не забыл, еще же идут провода от прикуривателя и от его подсветки. Не забыть и про них. В принципе, если провода достаточно длинные, мы просто можем панель чуть-чуть вынести в сторону, не снимая даже клеммы. Может, даже выйдет так. Но вот, как я и говорил, проблемно снять с верхних креплений. С нижних снялось без проблем. Итак, с помощью отверточки поддевал крепление, и мне удалось снять саму панель. Если видно, вот так выглядят крепления металлические. Вот они. Цепляются они за верхнюю панель. В общем, они вызывают сложности. Их там 3 штуки, по-моему. В принципе, для того, чтобы подобраться к тросику, можем оставить панель и так. Открутить просто приборку на 2 саморезах. Отодвинуть ее, и мы подберемся к тросику. Просто очень не хочется отсоединять клеммы. Так скажем, лишняя работа. Все-таки подумал, снимать будет неудобно, поэтому отсоединил клемму от аварийки, клемму от магнитолы и антенну от магнитолы. Сейчас мы вот так панель берем в сторону. Тут еще отсоединилась клемма от прикуривателя. Тогда можно уже и подсветку отключить. Все, панель демонтирована. Откручиваем сейчас приборку и получаем доступ к тросику.
Немножечко вытягиваем ее на себя. Полностью на 100% повернув к себе у нас его не получится. И здесь можно нащупать трос спидометра. Попробую его снять. Вот он хорошо виден. Вот. Его можно подкрутить пассатижами. Если же вы хотите его заменить, то необходимо достать его, открутить, достать его через паз, вытащить из подкапотного пространства и чуть позже покажу, где он крепится к коробке передач. Если же, конечно, вы решили его менять. Имейте в виду, что все тросики разные. Бывает электронный датчик здесь стоит, также на коробке. В данном случае механический трос. Размеры у них тоже все разные, если будете подбирать в магазине. Лучше снять свой и пойти с ним в магазин. Потому что потом будет, если длинный тросик, монтировать очень неудобно. Он достаточно жесткий. В общем, если необходимо, подкручиваем или же меняем. Итак, ну и где находится тросик в подкапотном пространстве? Находится он на коробке передач. На корпусе прикручивается. Очень сложно сейчас подлезть с помощью камеры. Вот вы можете его видеть. Кожух от него. Здесь он также откручивается пассатижами. Для начала я открутил тросик, чтобы проверить его состояние и смазать его. То есть добавить смазки. Потом хорошо закрутить. Если эти процедуры вам не помогут, значит дело в приборной панели, а именно в спидометре. Может быть, там слезались грани. Итак, тросик я смазал, хорошенечко прикрутил его на место. Также проверил, в порядке ли он. То же самое я сделал в подкапотном пространстве. Крайне было неудобно откручивать его под капотки, а также закручивать. Но все сделано. Как я сказал уже выше, если не поможет, это виновата, скорее всего, приборная панель. Либо же стоит попробовать заменить тросик. Все проверил. Теперь тросик не издает никаких звуков, спидометр работает исправно.